Друзья, все мы знаем, что большинство людей в нашей жизни не очень любят делать домашнюю уборку, это правда. И дело вовсе не в том, что лень, банально, а в том, что часто у нас нет времени или нет настроения даже просто пропылесосить. Сама мысль о том, что нужно ходить по квартире с этой трубкой, таскать за собой кабель неудобный, за вами катится пылесос, который постоянно сбивает все на своем пути. Короче, занятие явно на любителя, но есть решение хорошее, наконец-то появились роботы-пылесосы и нас начали уверять, что заниматься уборкой самому вообще не придется. Отчасти, конечно, это почти правда, и даже самые современные подобные девайсы временами не в силах, будем честны, удалить пыль из сложных участков. Да, и диван, например, ими тоже не пропылесосишь. Ну, как бы здесь понятное дело. В общем, как ни крути, а полноразмерный пылесос тоже нужен. И я все еще остаюсь на стороне ручных моделей, и все они по-своему интересные. Например, буквально недавно компания Dreamy представила и выпустила свою новую беспроводную модель пылесоса под названием Z10 Station с функцией автоматического опустошения. Как уверяет сама компания Dreamy, сей девайс обладает мощностью всасывания 150 аэроватт, которая обеспечивается за счет бесперебойной работы движка на скорости 108 тысяч оборотов в минуту. Эту мощность я лично хотел бы проверить на ковровых поверхностях, ведь, как нам обещают, Z10 Station без проблем убирает с пола не только пыль, но и разнообразный мусор. К этой теме мы еще с вами вернемся, а сейчас я вам скажу пару слов о комплектации, и она довольно обширная. Итак, друзья, в комплекте с пылесосом идет многофункциональная щетка с V-образной щетиной. Она бесспорно является одним из ключевых достоинств данной модели. Спереди, значит, присутствует небольшое отверстие, которое позволяет удалять с ковровых покрытий крупный мусор. Если у вас есть домашние животные, а у меня они есть, как знают подписчики, аж целых 3 кота, что вечно бросают шерсть, то вот в этом случае больше вам не придется по несколько часов ползать по полу, собирая каждую волосинку, потому что Z10 Station оснащен специальной щеткой или гребенкой, за счет которой шерсть и волосы не будут спутываться и застревать в этой самой щетке. Вся котячья шерсть буквально собирается в одном месте, а затем засасывается в контейнер. Именно за счет этой щетки пылесосы без проблем справляются с любым типом грязи и пыли. Опять-таки за счет адаптируемой насадки на этой щетке. Мне лично удобно убираться не только в комнате, но и данная щетка подходит для разных типов покрытий. Например, можно без проблем чистить как ковер в комнате, так и плитку в вашей ванной, что довольно удобно. Еще меня довольно серьезно удивило это синяя подсветка внизу щетки. Это весьма полезная штука, и с ее помощью можно обнаруживать даже самые маленькие пылинки и частички грязи при уборке в темное время суток или, скажем, в труднодоступных местах. Я, например, честно, не очень люблю использовать дома свет именно в квартире и, как правило, перемещаюсь почти в полной темноте. Поэтому, если я решил быстренько пройтись пылесосом, то подсветка как раз таки в темноте и в темных местах квартиры дает визуально понять, насколько качественно я прошелся в этих участках. Причем обычно мы привыкли, что у всех у нас, то есть у большинства пылесосов именно белая подсветка, просто там какая-нибудь лампочка, но в Z10 Station сделали синюю подсветку, от чего еще лучше видно каждую пылинку. И, кстати, в комплекте с пылесосом идет еще удлинитель, и если установить его на пылесос, то с его помощью получится достать, например, до потолка или до обычных полок, что на стене, и они, как правило, на приличной высоте. А ведь на этих полках стабильно скапливается пылюка, которую потом приходится всем дышать. Также в комплекте идут, разумеется, и другие насадки довольно полезные, которые позволяют пылесосить не только пол, но и мебель, и вообще любую поверхность, до которой у вас получится достать физически. Кстати, чуть не забыл про еще одну классную функцию, которая встречается довольно редко. Это сенсорный экран, встроенный в ручку пылесоса. На этот дисплей выводится различная информация, например, о выбранном режиме пылесоса, оставшемся заряде аккумулятора и количестве собранной грязи, пыли и так далее. Мне лично кажется, это очень полезная штука, хотя, честно, как бы не является супер необходимостью. Но, тем не менее, я часто смотрю в этот дисплей, чтобы просто мониторить примерно сколько у меня есть еще заряда, чтобы быстренько убраться в комнате или чтобы выставлять нужные мне режимы работы под разные поверхности и прочее. Я решил проверить, сколько пылесос проживет на одном заряде аккумулятора, и цифры меня приятно удивили. В среднем 65 Вт. Это целый час с копейками. Это более чем достаточно для полноценной уборки буквально всей квартиры. В моем же случае это 75 квадратов. Но, что самое интересное, я думал, что под конец зарядки аккумулятора его мощность всасывания начнет резко
немножко падать, он начнет включать режим экономии заряда, как обычно бывает на большинстве моделей, и тем самым качество уборки будет не совсем полноценным. Однако было прикольно увидеть, что пылесос буквально до последнего процента работал на своей номинальной мощности, и более того, сам аккумулятор можно моментально подзарядить с помощью специальной зарядной станции, которая тоже идет в комплекте, разумеется. Причем это не просто зарядная док-станция, а станция оснащена специальным мешком для мусора емкостью 2,5 литра, куда автоматически попадает вся собранная пыль, и в этом специальном отсеке она может храниться до 3 месяцев. Так что это такая себе станция зарядки и сбрасывания мусора в ручном режиме, скажем так. Причем, знаете, эта станция, она, внимание, оснащена системой фильтрации, которая надежно удерживает все частицы пыли внутри мешка и не дает даже малейшего запаха. Короче, после завершения сбора пыли док-станция автоматически выключает питание, чтобы оптимизировать при этом свое потребление энергии, и это весьма правильное решение. И еще хотелось бы отметить, данная станция, она довольно компактная, и можно ставить ее в любом шкафу или за мебелью, чтобы не занимала она место. Хотя, если честно, я бы не сказал далеко, прям, не сказал бы, что станция имеет несимпатичный вид, она большая, напротив, она аккуратно сделана, со вкусом, я бы даже выделил, наверное, ее необычный внешний вид, так что я просто оставил ее на виду, не занимаясь вопросами, куда ее спрятать. В общем и целом, друзья, что хочется в завершении видео вам сказать. Разумеется, я уже, скажем так, искушенный пользователь различной бытовой техникой и особенно перепробовал множество различных пылесосов, там очистителей воздуха, моющих, драющих роботов и прочих, но вот что я точно понял за все это время, и я в этом точно уверен, что ручной пылесос это оптимально лично для меня. Хотя и роботы-пылесосы тоже имеют, конечно, право на жизнь. Смешно, конечно, звучит, роботы-пылесосы имеют право на жизнь, но одним словом я остался, в принципе, доволен. Пользуюсь уже именно этим ручным пылесосом почти месяц, именно моделью Z10 Station от Dreamy. И если вы искали мощный пылесос для дома, то, пожалуй, он перед вами, друзья. Он отлично подойдет для быстрой и комфортной уборки, и заряд аккумулятора у него очень живучий. С этой моделью можно спокойно, без проблем удалять грязь не только с пола, но и с различных труднодоступных мест и покрытий. Девайс крайне удобен и прост в обращении. Нажал одну кнопку и вперед. Хочешь поменять режим работы, опять нажал кнопку, на дисплее все видно, все сработало, все понятно, что еще нужно. Я думаю, такая модель станет отличным подарком на Новый год для ваших родителей, тещи, тети, друзей и тем, у кого дома есть семейство котов, как именно в моем случае. Хороший действительно пылесос – это в навес золота. Кроме того, с 5 декабря по 9 января на него действует скидка. Устройство можно купить по хорошей цене. Всех еще раз я поздравляю с наступающими праздниками. Уже скоро будет 2024, и всем я желаю по традиции не болеть. До новых встреч на канале и удачи. Пока-пока.